Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы продолжим с вами повествование о цивилизации фаэтонцев. Кто не смотрел первую часть или те, кто немного подзабыл, о чем было в ней рассказано, очень кратко напомню основные моменты. Планета Фаэтон погибла от губительного гравитационного поля Юпитера. Но мы уже знаем, что цивилизация фаэтонцев смогла найти новую планету и эвакуировать всех фаэтонцев. Но в нашей Солнечной системе остались 7 фаэтонских жителей. Они зафиксировали изменения, но основная цель фаэтонских добровольцев заключалась в том, что любыми способами защитить нашу планету от уничтожения. И в случае неблагоприятного сценария из остатков жизни восстановить прежний мир или создать новый. Фаэтонцы расположили свою эскадрилью из 10 кораблей в разных точках на подлете к Земле и ждали, когда случится неизбежное с их планетой. И вот, произошел разрыв планеты, и большое количество метеоритов и мелких крупных полетели в разные стороны. Основной удар пришелся на Марс. Но Земле тоже достался прощальный привет от погибшей планеты. Фаэтонцы наблюдали за гибелью их планеты. Они мужественно перенесли эту зловещую картину и принялись за работу по спасению Земли от уничтожения. Большинство опасных осколков было уничтожено на первом обороте сформировавшегося пояса астероидов. И вот пришло время выполнить миссию, которую они мужественно взвалили на свои плечи. А точнее сказать, оказать помощь нашей планете после метеоритного удара. К сожалению, из-за изменившегося климата динозавры исчезли с Земли 65 миллионов лет назад, в то время, когда и произошла трагедия с планетой Фаэтон. Астероид размером порядка 10 километров ударил по нашей планете и образовал кратер Чиксулуб. Вымерли также и морские жители нашей планеты – мезозавры, плезиозавры, а также летающие ящеры, моллюски и водоросли. Но несмотря ни на что, фаэтонцы спасли жизнь на Земле. Ну вот, наконец, на Земле исчезли проблемы в виде пепла и других посторонних воздействий, которые возникли из-за гибели планеты Фаэтон. Фаэтонцы начали создавать подземные города для своего проживания. Эти города имели входы в пещерах, горах, а также входы через пещеры, находящиеся под водой. Вот здесь миллионы лет назад жили фаэтонцы и планировали жизнь на Земле после падения метеоритов. Климат на Земле изменился, и фаэтонцы вынуждены были сохранить некоторые виды флоры и фауны у себя в подземных городах и выводить виды, которые смогли жить на изменившейся Земле. Им удалось много, но, к сожалению, много и не удалось. И вот мы видим изменившийся мир без гигантских динозавров и летающих ящеров. Растения тоже повсеместно уменьшились, и появилось много новых видов, в том числе и часть растений, которые росли на фаэтонской планете. Но эти растения пришлось адаптировать к земным условиям. Но вот пришло время поговорить о контактах фаэтонцев с человеком, а точнее проследить все этапы зарождения человека и какую роль в зарождении человеческой расы сыграли фаэтонцы. В древних текстах, а также в тайной доктрине Елены Блаватской подробно описаны все этапы зарождения разумных существ на Земле. Обустроившись на нашей планете, жители Фаэтона провели исследования и поняли, что на Земле отсутствуют прототипы, из которых могли зародиться в эволюционном порядке разумные самоорганизованные существа. Они, наверное, могли создать что-то подобное из своих генов, но мы помним, что земной климат не подходил им для проживания на планете. И даже в случае успеха создания прототипа фаэтонцев на Земле это походило бы на захват планеты. По древним записям, найденных на Тибете, фаэтонцы пошли по пути создания человеческой расы из того, что было на Земле. Об этом писала Елена Блаватская в своих трудах и другие мыслители, которые имели доступ к древним хранилищам в виде записей, передаваемых от одного хранителя к другому, из поколения в поколение. Есть стихотворное упоминание создания представителей первой земной цивилизации в одном древнем манускрипте, или по-другому в древней рукописи. Из духа, воздуха и мысли создались образы в огне, не сделав тело, только мысли создали боги в вышине.
первые существа, которые были созданы, не имели тела. Это была цивилизация, созданная из тонкоматериального мира. То есть этот мир являлся сгустком различных тонких энергий, которые не каждый современный человек в состоянии почувствовать и даже осознать. Это была первая цивилизация существ огромных размеров, около 70 метров. Орган зрения, если это можно назвать глазом, представлял громадное уплотнение в районе головы. Срок жизни данных существ ограничивался источником энергии. Срок жизни их ограничили для эволюционного процесса с целью уплотнения энергии в материальную субстанцию. В процессе эволюции появилась вторая цивилизация, которая походила на призраков, которые и в настоящее время существуют в нашем мире. Их иногда фиксируют камеры видеонаблюдения и другая фото- и видеоаппаратура. Это были существа уже без срока жизни и были размерами около 50 метров. Также они имели один зрительный орган, который уже имел очертания, похожие на современный человеческий глаз. Эта цивилизация дала начало следующей, называемой лемурийцами, а сама призракоподобная цивилизация осталась существовать, но переместилась в другое измерение и продолжила существовать параллельно. Лемурийцы уже имели тела, и их рост составлял около 25-30 метров. Есть записи, что лемурийцы были неразвиты, а некоторые, наоборот, считали их способности по управлению окружающим миром безграничными. Но, может быть, разные мнения о способностях лемурийцев связаны с тем, что были ранние и поздние лемурийцы, которые развивались и эволюционировали, превратившись в другую цивилизацию – лемура-атлантов. Они были ростом около 7 метров и уже имели много общего с современным человеком. Лемура-атланты практически полностью могли управлять силами природы. Для них не существовало никаких препятствий по перемещению в пространстве. То есть они овладели телепортацией, перемещением в пространстве, телекинезом, перемещением предметов с силой мысли и другими возможностями, которые мы сейчас считаем фантастическими. Лемуры-атланты развили свою цивилизацию до фантастических возможностей, но не без помощи фаэтонцев. Фаэтонцы научили лемур-атлантов левитации, то есть лишать любой предмет своего веса и перемещать его в любую точку. Лемурийская цивилизация просуществовала миллионы лет. Это было сверхразвитое общество, которое подчинило себе в помощь силы природы. Но это и сыграло злую шутку с поздними лемурийцами. Они возомнили себя властелинами всего мира, и это породило внутренний конфликт. Данный конфликт фаэтонцы пытались сгладить, но властные структуры лемурийцев, используя силы, которые они получили от природы, попытались уничтожить фаэтонцев. Но города фаэтонцев были защищены с помощью энергий, о которых мы до сих пор ничего не знаем. И в результате соприкосновения двух сил произошел взрыв громадной силы, что разрушило часть подземного города фаэтонцев. Энергия от взрыва была такой силы, что наша планета изменила орбиту вращения вокруг Солнца. И вот на Земле второй раз изменился климат и была разрушена вся Лемурия. Также была уничтожена почти вся флора и фауна. Земля потеряла все, что создали фаэтонцы за миллионы лет. Практически все фаэтонские корабли на орбите были уничтожены. Оставшимся фаэтонцам с трудом удалось покинуть погибающую Землю и улететь на Марс, на котором, как мы с вами уже знаем, были созданы подземные города для всей цивилизации фаэтонцев. И вот Земля осталась без помощи со стороны фаэтонцев. На Земле выжило небольшое количество лемур и атлантов, и они первое время жили практически в первобытном состоянии. И это уже было зарождение новой цивилизации под названием Атланта. Атланты были ростом около 2 метров. Новые атланты объединились и пытались найти остатки знаний и технологий своих предков-лемурийцев. И это ускорило развитие цивилизации атлантов. В Атлантиде зародились впервые философия и религия. И сведения о фаэтонцах воспринимали как сверхпроявление. Атланты со временем восстановили практически все, что имели лемурийцы. Они строили громадные сооружения, перемещая огромные тяжести силой мысли. Они создали летательные аппараты. Были созданы подводные города, в которых они выращивали очень много экзотических растений для питания жителей Атлантиды.
Технологии атлантов достигли такого уровня, который не смогла достигнуть наша современная цивилизация. Но мина замедленного действия была уже заложена в цивилизацию атлантов. Всем известно, что развитие знаний ведет к добру и созиданию, а развитие властных амбиций приводит к конфликту и злу. Так и атланты наступили на грабли лемурийцев. Они проигнорировали мнение своих ученых и поплатились за это. В связи с бесконтрольным применением сил природы произошло изменение оси Земли, и скачкообразно изменились полюса, и начался всемирный потоп. И опять цивилизация была уничтожена руками жителей. Это произошло 870 тысяч лет назад. Часть атлантов спаслись на высоких горах Африки и в Гималаях. Остатки цивилизации атлантов после Великого потопа поселились на острове в Атлантическом океане. Этот остров в современной науке известен как остров Платона. Но цивилизация атлантов просуществовала недолго. Она погибла 11 тысяч лет назад в результате падения кометы Тифона. И вот пришло время поговорить о нашей цивилизации. Данная цивилизация зародилась примерно миллион лет назад и находилась в первобытном диком состоянии. Развивалась очень медленно, так как науку тормозила религия и власть. Но в поздние времена наука стала развиваться, пусть в угоду власти, но все равно мы не достигли и 1% того, что достигли цивилизации лемурийцев и атлантов, не говоря уже о цивилизации фаэтонцев. Но вернемся к фаэтонцам. Неужели они покинули Землю навсегда, разочаровавшись в человеческой цивилизации? Нет, они вернулись и восстановили разрушенные подземные города, но скрыли полностью места их нахождения. Фаэтонцы опять сделали попытки восстановить человечество. По многим древним документам фаэтонцы приложили свои усилия в развитии неандертальцев и кроманьонцев. Они постарались развить один вид и другой. Но опять произошли недоработки. Неандертальцы были умными, сильными. Поселялись они небольшими семьями, придумали разные орудия труда. Существует мнение, что они были более интеллектуально развиты, чем даже Homo sapiens. А вот кроманьонцы были туповатые и с неразвитым интеллектом. Они долго жили в Восточной Африке. Фаэтонцы посчитали, что объединение двух разных рас принесет пользу обоим народам. Но познакомив два разных народа, они открыли путь кроманьонцам к землям неандертальцев. Фаэтонцы не успели опомниться и среагировать, как толпы кроманьонцев вступили на землю неандертальцев и полностью уничтожили их. Практически все неандертальцы были убиты и съедены. Фаэтонцам все-таки удалось спасти некоторое количество неандертальцев и вывести их с территории, захваченные кроманьонцами. Они наблюдали и обучали неандертальцев. К тому же у них были, даже в отличие от современного человека, развиты подкорковые центры подсознательного контроля за эмоциями и памятью. Это означает, что неандертальцам легче использовать возможности, которыми обладали лемурийцы и атланты по перемещению в пространстве и другие психофизические возможности. Есть предположение, что выжившие неандертальцы – это и есть пресловутый снежный человек, йети, леший и другие названия, которые присутствуют в разных странах. Поэтому снежного человека так редко фиксируют, так как он обладает возможностями перемещаться в пространстве, то есть телепортироваться. Очень жалко, что неандертальцы были уничтожены. Вполне возможно, что мир был бы другим, без такого количества агрессии и захватнических инстинктов, которые процветают в современном мире. Но справедливости ради можно сказать, что исследования показали, что у небольшой части людей на Земле все-таки присутствуют гены, которые присутствовали у неандертальцев. На этом мы заканчиваем вторую часть нашего повествования. Если вам понравился материал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Так мы сможем понять, что тема вам была интересна. В заключительной части повествования о фаэтонцах вас ждет сенсационный сюрприз. В следующей части мы продолжим наш разговор и отправимся в Южную Америку, на Тибет, в Индию. Также познакомимся с древними манускриптами и странными находками, которые не может объяснить современная наука. Фаэтонцы, при том, что их деятельность мало освещена, все-таки оставили на Земле большое количество следов, как физических, так и в записях древних документов. Наш разговор затронет множество мест на Земле, где были найдены следы и записи о фаэтонцах,
которые остались на нашей планете. Также мы посетим разные планеты Солнечной системы и попытаемся систематизировать древние записи, оставшиеся от древней цивилизации, рассказывающие о строениях и объектах на разных планетах и астероидах, которые остались после гибели фаэтонской цивилизации. Всего хорошего, до новых встреч и подписывайтесь на наш канал.